Представьте себе огромную статую с телом льва и головой человека. Она не просто стоит, она восседает на краю пустыни, словно вглядываясь в горизонт. Ее взгляд направлен точно на восток, туда, где встает солнце. Это Великий сфинкс Гизы, один из самых древних, больших и загадочных памятников в мире. Его длина 73 метра. Это примерно как 1,5 олимпийских плавательных бассейна, выстроенных в ряд. А высота 20 метров, как 5-этажный дом. Лицо составляет 4 метра в ширину. Глаза, уши и нос больше, чем у любого живого человека. Сфинкс не был построен из отдельных камней, как пирамиды. Его высекли прямо из известняковой скалы, которая осталась на плато Гизы после строительства пирамид. Древние мастера взяли цельный холм и превратили его в шедевр. Почему же он так важен? Пирамиды — это гробницы, поражающие своим инженерным расчетом. А сфинкс — это образ, символ и загадка. Он не рассказывает о себе никаких надписей, во всяком случае изначально. Он просто есть, и в этом его главная тайна. Кто его создал, зачем и о чем молчит этот каменный гигант уже тысячи лет? Главная загадка Гизы. Сколько лет сфинксу? Официальная версия гласит, сфинкса построили около 2005 года до нашей эры по приказу фараона Хефрена, или Хафра, того самого, чья пирамида стоит рядом, второй по величине. Сфинкс стоит в одном комплексе с пирамидой Хефрена. Некоторые египтологи находят сходство между лицом сфинкса и лицами статуй фараона Хефрена. Рядом есть храм, похожий по стилю на заупокойный храм Хефрена. Но есть и другая, сенсационная теория. Ее выдвинул геолог Роберт Шох в 1990-х годах. Он посмотрел не на искусство, а на камни. Шох обратил внимание, что тело сфинкса покрыто не просто трещинами от ветра, а глубокими вертикальными бороздами. Это следы водной эрозии, такие шрамы остаются, когда на камень долго льют дожди. Но проблема в том, что в Египте последний раз подобные ливни шли задолго до 2005 года до нашей эры. Это значит, что сфинкс мог быть создан не 4500 лет назад, а все 7000, 9000 лет назад. Эта теория переворачивает всю историю цивилизации с ног на голову, ведь выходит, что когда сфинкса уже стачивали дожди, официальная история еще и не знала о высокоразвитой египетской культуре. Так кому верить? Историкам, которые опираются на археологические находки, или геологам, которые читают летопись камней? Спор продолжается до сих пор. Это тайна, покрытая песком. Еще одна загадка связана с носом сфинкса. Куда делся его нос? Популярный миф. Нос сфинксу отбили пушечным ядром солдаты Наполеона во время египетской кампании 1798 года. Это красивая, но неправдивая история. Реальность такова. За 60 лет до Наполеона датский художник Фредерик Норден уже зарисовал сфинкса без носа. Исторические арабские хроники указывают, что в XIV веке один религиозный фанатик, суфий по имени Мухаммад Саим аль-Дахр, пришел в ярость от того, что местные крестьяне поклоняются сфинксу, прося об урожае. Чтобы обезобразить идола, он отбил ему нос. За этот вандализм его позже линчевали. Так что виноваты не европейские завоеватели, а религиозный фанатизм. Что скрывается под лапами? Легенда о зале летописей. Это, пожалуй, самая романтичная тайна сфинкса. Существует легенда, что под его лапами находится секретная комната. В ней якобы хранятся свитки с знаниями погибшей Атлантиды, которые помогут человечеству совершить гигантский скачок в развитии. Научные изыскания. В конце XX века с помощью сейсмических и георадарных исследований действительно обнаружили несколько полостей и туннелей под сфинксом и вокруг него. Одна из них за лапами, другая в задней части статуи, а третья уходящая глубоко вниз. Египетские власти пока не давали разрешения на их масштабные раскопки, опасаясь повредить памятник, так что шанс, что там что-то есть, остается. Сфинкс — это часть великого замысла, а не отдельный памятник. Он ключевая часть всего некрополя в Гизе.
Астрономическая версия гласит, и многие исследователи считают, что 3 пирамиды и сфинкс расположены не как попало, а в точном соответствии с картой звездного неба. 3 пирамиды повторяют пояс Ориона, одно из самых важных созвездий в религии египтян, связанное с богом Осирисом. А сфинкс, смотрящий на восток, в день весеннего равноденствия был направлен точно на восходящее солнце, находящееся между двумя самыми яркими пирамидами. Это был гигантский астрономический календарь и религиозный комплекс одновременно. Тело льва — символ невероятной физической мощи и царской власти. Голова человека — символ разума, души и божественной сущности фараона. Вместе это идеальный образ правителя, могучий, как лев, и мудрый, как человек. Египтяне видели в сфинксе воплощение бога Хоре-Махета, что означает «гор на горизонте», защитника солнца и всего некрополя. История сфинкса — это история его постоянной борьбы с пустыней. Он неоднократно полностью уходил под песок по самую шею. Один раз его откопал будущий фараон Тутмос IV, когда был еще принцем. По легенде, ему приснился сон, где сфинкс попросил освободить его от песка, пообещав взамен трон. Тутмос выполнил просьбу и действительно стал фараоном. Главный враг сфинкса сегодня не песок, а влага и соль. Поднимающиеся грунтовые воды и влажность от дыхания тысяч туристов пропитывают известняк. Вода испаряется, а соли, которые в ней содержатся, кристаллизуются внутри камня и буквально разрывают его изнутри, как микроскопические бомбы. Представьте себе кирпич, который вы намочили, а потом заморозили. Лед расширяется, и кирпич трескается. Здесь то же самое, только вместо льда — соль. Сейчас за сфинксом ведется постоянный уход. Ученые-реставраторы укрепляют камень специальными растворами, вокруг статуи установлены датчики, контролирующие уровень влажности. Ведутся споры о том, не нужно ли построить над ним огромный навес для защиты от солнца и ветра, или наоборот, это испортит его вид. Сфинкс — это больше, чем просто памятник. Это послание из глубины тысячелетий, адресованное всему человечеству. Мы до сих пор разгадываем его. Каждый ответ, который мы находим, о его возрасте, назначении, структуре, порождает 10 новых вопросов. Он молчалив, но его молчество красноречивее любых слов. Он напоминает нам, что история человечества, возможно, гораздо длиннее и загадочнее, чем мы привыкли думать. И пока он стоит на своем месте, глядя на восходящее солнце, тайны Древнего Египта продолжают будоражить наши умы и сердца. Сфинкс — это не просто каменная статуя. Он олицетворяет молчаливого свидетеля истории, который пережил империи, войны, песчаные бури и время. Напоминая нам, что даже в камне может быть зашифрована история, которую мы еще не поняли. Он вдохновляет на поиски, пробуждает воображение и учит нас задавать вопросы. А может, именно в этом и заключается его главная загадка? Что вы думаете об этом?